Всем привет! Вы на канале Руки-крюки связали брюки. И я так подумала, пора, наверное, уже подвести некоторые итоги первого месяца года, первые итоги января. Январь выдался у меня, вязальный мой январь выдался такой неспокойный, достаточно активный, хотя не могу сказать, что я очень много работ связала, но я постоянно была чем-то занята. И в этот Новый год я не плавно вошла, а как-то вот, вы знаете, галопом проскакала, можно так сказать. У меня всегда было что поделать, что повязать, что закончить, что начать. И, в общем, обо всем по порядку. Покажу только готовые работы, которые в январе состоялись. Все подробно расскажу. И, в общем, давайте не будем долго мусолиться. Начинаем. Первая работа января была достаточно яркая. И я бы назвала ее следующим образом. Это вот носки яркого такого кислотного в основном цвета. Это носки цвета моего стресса, я бы так сказала. Дело в том, что начало года выдалось такое немножечко неспокойное, слегка напряженное для меня. И ровно как и конец прошлого года. И мне хотелось какого-то, вы знаете, простого, легкого, отдыхательного процесса, я бы так сказала, ненапряжного, какого-то такого вот радостного вязания. И я вспомнила, что у меня лежит вот такая вот пасма. Я вставлю фотографию вот здесь, как она выглядела. Вообще я ее купила под влиянием импульса. Если вы смотрели мое видео о готовых работах, прошлое видео за весь 2023 год, то вы наверняка тоже видели часть с носками, где я показывала психотерапевтические носки. Так вот, это вот из той же серии. Эта пасма была куплена спонтанно под влиянием импульса. Меня привлек, конечно же, цвет. Не могу сказать, что вот такие цвета я ношу в жизни. Скорее, это вот что-то такое вот, да, серое, бежевое, светлое, что-то не диких ярких оттенков, но иногда вот такие вот перебои случаются со мной. И в данном случае, раз речь идет о психотерапевтических носках, вопрос не стоял в том, чтобы подбирать там под гардероб, что-то там подходило, не подходило по цвету. Это вообще я все отмела. И я выбрала исключительно по настроению вот эту вот пасму. Я поняла, что когда будет у меня какое-то вот грустное, печальное настроение, будет серость за окном, я бы вам сейчас показала за окном. Вот типичная немецкая зима, серая, вообще лишенная практически какого-либо цвета. Там очень все так печально и грустно. И вот эта вот радость меня немножко поддерживает. Поэтому пасмочка лежала, ждала своего часа и дождалась. Это Лана Гросса в составе меринос и полиамид. Это пасмы ручного окрашивания. У них там есть такая серия. И какое-то время в конце года я заметила, эти пасмы были уже на скидках. Можно было, в общем-то, с приятной скидочкой купить. Носки связаны просто. Связаны они сверху вниз. Нет, обманываю, снизу вверх. Снизу от мыска. Связаны от мыска. Покажу на подсъеме, как это выглядит близко. Связаны они от мыска. Мысок бумеранг. Я пробовала его впервые. Мне очень понравился этот вариант мысочка. Возможно, даже сниму видео на канал с таким мыском носки. Дальше я отвязала всю длину стопы и решила оформить это все пяточкой бумеранг. Пятка бумеранг без клина подъема. Мне, в общем-то, хватило этой ширины носка. Клин подъема мне не потребовался. Но если стопа широкая достаточно, да, то, конечно, лучше клин подъема вывязывать. Потом я отвязала паголинок и перешла на резинку скрещенную. 2 лицевые скрещенные, 2 изнаночные обычные. И все это закрыла самым обычным способом. После того, как провязала 3 ряда лицевой глади. Такой, чтобы немножко рулик получился. Я хотела, чтобы получился рулик, но как-то он не совсем получился. Ну и ладно. Они и так хорошо на ноге сидят. Ничего не топорщится, не фалдит. Пусть остаются вот такими. Посмотрите, расцветка, да, такая своеобразная очень у пасмы. Я не знала, на самом деле, глядя на пасму, как это все ляжет в носке. И получился вот такой вот сюрприз. Неоновая радость, я бы сказала. Неоновый салатовый такой вот цвет. За счет того, что меринос в составе, носки очень мягкие, тактильно приятные, нежные. Еще ни разу не носила, лежат, ждут того самого, видимо, настроения.
Начало года ознаменовалось слегка похолоданием, в результате чего мне потребовалось связать, опять же, очень срочно, как и кардиган до этого осенью для ребенка, мне потребовалось связать джемпер. Я связала вот такой джемпер для ребенка, это крючок. Поперечное вязание крючком. Я не использовала никаких мастер-классов. За основу взяла мастер-классы Светланы Кочкиной, точнее даже не сами мастер-классы, а знания, которые я из них получила. То есть на основании тех мастер-классов, по которым я вязала, в общем, собралась вот такая вот сборная солянка. Но, по-моему, вот как раз вот такой вот джемпер Simple Cozy, кажется, называется. Это описание у Светланы есть. По сути, по нему можно связать вот такой вот джемпер. Все вязалось без расчетов, методом примерки на вещь, которая уже у ребенка есть. Небольшой джемперок, ну как небольшой, наоборот, слегка такой свободный джемпер. По нему я примеряла и старалась вещь связать побольше, чтобы была вероятность того, что ребенок поносит это еще не только в этом году, но и в следующем. Вот получилась вот такая вот штука. Джемпер с колорблоком на рукавах. Это не была изначальная задумка. Вообще он должен был быть весь вот такого вот цвета. Это какой-то немножко зеленоватый, мятный, что-то такое вот туда, вот в эту сторону. Джемпер должен был быть целиком вот в этом цвете, но, к сожалению, я почему-то в голове у меня была мысль, что мотков у меня вот 5 вот таких вот. Они были 100-граммовые, с хорошим метражом, 240 метров на 100 грамм. Но оказалось, что у меня их всего 3, и мне их катастрофически не хватает. И точно в таком же качестве, в такой же толщине нити у меня была вот такая вот розовая нить, нежно-нежно-розовая. И я решила сделать комбинацию именно на рукавах. Если бы я обнаружила раньше, что у меня не хватает мотков, возможно, я бы где-то добавляла колорблок еще и на самом теле. Но я связала тело, оформила горловину, и только потом, вот, когда перешла уже к вязанию рукавов, я вдруг обнаружила. Мне пришлось рукав распустить. Начало вот было полностью в таком цвете рукава, где-то половина одного рукава была связана. Пришлось это все распустить и сделать вот такую вот комбинацию. В результате дочь оказалась довольна еще больше, чем изначально это ожидалось, потому что он стал не такой скучный, скажем так, да, и для ребенка вот эти вот вставочки показались, ой, таким классным ходом, таким интересным. В общем, он сказал, мне так нравится даже больше. Ну, должна сказать, мне так нравится тоже больше. Как я уже сказала, это все в поперечной технике связано. Манжеты с заужением. По низу изделия тоже немножко заужения есть, но визуально это не очень видно. На подъеме покажу качество вот этой вот нити. Нитка очень простая здесь. Она была куплена очень давно. Ну как очень давно, где-то в начале пандемии, когда нельзя было ходить в магазины, я случайно попала в Голландии в магазин, вот увидела такой с пушинкой акрил. Здесь есть шерсть, всего лишь 20%, но, конечно, чувствуется вот эта вот искусственность. Но для ребенка носить это на футболку и именно вот в такой объемной вязке это достаточно тепло, как оказалось. Дочка очень довольна. Ну и поскольку дети растут быстро, я считаю, что, в общем-то, такая пряжа вполне себе приемлема для ребенка, если никакой чувствительности она не вызывает. Вот. И плюс, конечно, в том, что такая пряжа у меня извязана вся. А я, кстати говоря, борюсь со своими запасами. Даже точнее, не борюсь, а стараюсь их извести, стараюсь извязать. Причем извязать ту часть, которая была куплена немножечко с отсутствием понимания вообще, что я покупаю, можно так сказать. И как раз вот этот вот джемпер у меня и вырос из тех самых не совсем умных, не совсем продуманных запасов. Ну да ладно, такое случается. Я пересмотрела вообще свое отношение к покупке пряжи, к ее хранению, к вязанию, к составам. И потом поделюсь этими мыслями наверняка на канале в другом видео. Но сейчас вот это выглядит вот так. Я извязываю максимально те запасы, которые у меня есть.
Следующую работу, которую я покажу, это снова носки. Это вот такие вот красавчики. Без ложной скромности скажу, что действительно красавчики. Связались они тоже достаточно быстро. Единственное, что притормаживало мое вязание, это съемка видео на канал. Я снимала видео, как вязать вот такие вот носочки. И, конечно же, связать просто это гораздо быстрее, нежели связать, потом все это отснять, смонтировать и выложить, естественно. Поэтому несколько у меня процесс затянулся. Но в целом, конечно, вяжутся они достаточно быстро, с пониманием того, какой это узор. Связаны они из 6 нитки, 390 метров на 150 грамм или 360. В общем, я подпишу ниточку в инфобоксе, там все будет подписано, метраж и все такое прочее. Состав, ну, состав простой, скажу сразу, это полиамид и шерсть. И ниточка это марки онлайн. Я вставлю этикеточку, подпишу цвет, все такое прочее. Нитка с эффектом твида. Начну с того, что узор я встретила на самом деле на мужском джемпере. Я не знаю, где-то наверняка есть такие узоры и в книгах, и что-то там такое прочее. Но у меня задача не стояла в том, чтобы найти именно этот узор и один в один его повторить. Я взяла просто его как основу. Ставлю фотографию мужского джемпера, откуда вообще я это увидела. Я увидела вот такую вот косу, которая не совсем переплетается, а как бы идет по верху основы косы, не знаю, понятно или нет. Покажу на подсъеме поближе. И мне захотелось вот с таким узором связать носки. И немножко я так помучилась, покомбинировала, добавляла здесь полосы просто лицевой глади вот между вот этими косами. Но немножко как-то меня это не устраивало. И что-то вот хотелось, знаете, луны какой-то жареной, но ее под руками не было. Пыталась изобрести велосипед заново, скажем так. Ну, в общем, остановилась я все-таки на вот этой вот вариации узора. Мне он очень понравился, он достаточно эффектно смотрится, объемно. И в целом вяжется легко и просто, как я уже и говорила. Видео есть на моем канале. Носки теперь уже пойдут ходить, пойдут носиться. И я ими очень довольна. Вяжутся они сверху вниз. Сначала отвязывается резиночка, потом паголинок. Затем формируется пяточка, пятка усиленная. Здесь получается эффект шахматки на пяточке. Это когда вы одну петельку снимаете, другую провязываете в лицевом ряду. И, соответственно, в следующем лицевом ряду ту, которую вы снимали, вы провязываете, а которую провязывали, снимаете. И вот таким образом получается вот такая вот шахматная пяточка. Если интересно, переходите, смотрите. Ссылку на видео оставлю. Ну и, соответственно, это были вторые носки за январь. Вообще носки вяжу я часто, много, регулярно, постоянно, всегда. Должна сказать так. И, конечно, у меня постоянно что-то есть на спицах, либо на крючке. Вообще, конечно, сниму видео со своими сейчас вот текущими процессами. И вы увидите, что там тоже носки имеются. И, в общем, параллельно часто я вяжу носки крючком. Вот такие вот они у меня получились. Это по мастер-классу Светланы Кочкиной. Один из моих любимых мастер-классов, по которому я связала уже бесчетное количество носков. Если честно, даже не помню, сколько их уже. Я их вообще не считала. Но по этому описанию я вяжу где-то, наверное, года 3. Можете себе представить, сколько вообще навязано и на подарки, и для себя, и даже на продажу они были связаны. Так что вот такие вот носки у меня всегда где-то там параллельно вяжутся. Это крючок, пряжа Шахенмайер, это 4-нитка. Вязала я их на спицах, вязала я их на крючке номер 3. Покажу на подсъеме фактуру, покажу вязку. Пряжа очень приятная. Она не колется. Здесь в составе помимо шерсти и полиамида еще 5% вискозы. Очень такая тактильно приятная нитка. Ну, для носков самое то подходящее. Вообще, кстати, я очень люблю твид. У меня какая-то нездоровая слабость к нему. Но я думаю, не одна я такая вязальщиц. Во всяком случае, насколько я слышала, видела и знаю, много любящих твид. В общем, я в этом лагере тоже есть. Связались они, конечно, так, не знаю за сколько, честно сказать, не засекала это время. Я их вязала просто так вот параллельно с
какими-то вот большими, более такими значимыми работами. Буду носить и радоваться. За пряжу, кстати, спасибо спонсору, моему спонсору. Время от времени. Татьяна, привет. Если смотришь, это вот твое сырье из твоей пряжи связано. Вообще, на самом деле, очень довольна, очень классная нитка. Я уверена, буду носить их с удовольствием. Тем более вот в таком цвете, еще и в твидовой фактуре. Это вообще в пир мир, в добрые люди на все времена, должна я так сказать. Следующей работы могло, в общем-то, и не быть. Я ее не планировала. Эту работу я не планировала, и в дело вмешался случай. Моя знакомая увидела на мне шапочку, которая была связана из Drops Air. Ей эта шапочка понравилась, она попросила связать на заказ ей такую же, только вот другого цвета. Ну, поскольку у нас в магазинах Drops Air нет, и у меня нет возможности приехать где-то там 1-2 мотка купить для вязания шапки, я отправилась в магазин, который находится в нашем городе, где есть Лана Гросса. И вот из ассортимента Лана Гросса я подобрала подходящий артикул, максимально похожую нитку на Drops Air. Это оказалось Бригит. В общем, не знаю, как правильно она произносится. Вставлю вот здесь вот этикетку этой пряжи, моточек. Эта пряжа в составе содержит хлопок. Я так понимаю, это хлопковый шнурок, который набит пухом альпаки и мерина. Альпака и мерина, да, это, видимо, все набито в этот вот шнурочек. Легкая пушистость у пряжи есть, шнурочек, который неплохо держит форму, и тактильно она очень приятная. Получается, что эта нитка в 100% натурального состава. Все в ней настоящее, натуральное. И вот я связала вот такую нежно-голубую шапочку. Просто показать я ее не смогу уже, потому что она убежала к хозяйке. Вставлю фотографию. На фотографии вот вы можете эту шапку видеть. Когда я работала с этой ниточкой и вязала шапку на заказ, честно сказать, я очень сильно загорелась этим артикулом. Мне захотелось и себе такую же шапку, вот точно из такой же пряжи, даже такого же цвета. Но такого же цвета я себе еще не связала, связала вот такую в цвете шалфея. Очень приятная, нежно-тактильная ниточка, я уже ее тоже носила. Вот так она выглядит, шапочка. Здесь 4 клина и такая вот интересная макушка. На эту шапку я сняла видео. Выйдет на канале в ближайшее время. Буквально вот в ближайшие дни смонтирую и выйдет видео, как вязать эту шапочку. Ее можно связать подлиннее немножко, сделать бини. Можно со слегка торчащей макушкой ее оставить, да. Можно сделать совсем плотно по голове. Это уже как вы решите, как вы захотите. В общем, связала я вот такую вот себе. Цвет шалфея очень мне понравился. Он такой, знаете, приглушенный, зеленый. Вообще обожаю вот такие оттенки. Просто вот такое все природное, светлое, приглушенное. В общем, цвет — это мое вдохновение, скажу точно. И помимо вот этой шапочки у меня вяжутся еще. Это уже, видимо, войдет в работы февраля. Потому что этот артикул, ну, никак меня не оставил равнодушной. Не знаю, сколько еще шапок я свяжу и какого цвета. Но вот пока у меня какие-то купились моточки, они будут точно извязываться на шапке. Попробую примерить. Так она выглядит. Можно оставлять торчащую макушку. Вот так она будет выглядеть. Можно слегка ее так приплюснуть. Вот так. Можно отвязать подлиннее. Вернитесь мои волосы на место. Можно отвязать подлиннее, сделать подворот. Это уже кто во что гораздо. В общем, видео будет на канале скоро. Проходите, вяжите, если вам эта шапочка интересна. Ну и спонтанность иногда мое второе имя, не всегда, но часто.
меня вдруг осенило связать кое-что. Сейчас покажу. На самом деле, это изделие я уже видела давненько и ждала, когда выйдет мастер-класс. Но не была уверена, что я начну сразу его вязать, потому что оригинальной пряжи у меня не было. Нужно было искать в нужном оттенке, в нужном составе, в нужном количестве. Спойлер, вяжется это изделие из турецкой пряжи преимущественно. Автор в основном вяжет, и, соответственно, практически все тестеры используют турецкую пряжу, а я живу в Германии, это не всегда доступный артикул для меня, скажем так. Но когда изделие вышло, я все-таки смогла и не сдержалась, я его начала вязать. Связала из другого артикула. Покажу вот так. Это крючок, крючковое изделие. По мастер-классу Светланы Кочкиной. Вообще очень люблю ее дизайны, я уже говорила об этом. Очень много по ней вяжу. Я взяла для вот этого джемпера 100% хлопок. Как я уже говорила ранее в видео, я извязываю свои запасы, стараюсь побороться с этими нездоровыми накоплениями, в числе которых у меня есть хлопок, не сверх какого, конечно, качества, но все-таки. Это хлопок из магазинов Альди, местные знают. У магазинов Альди периодически бывают акции, когда они продают пряжу носочную, хлопковую, где-то вот к весне, к лету. И это у меня была куплена пряжа, вот в таком цвете было 2 пачки, там в пачках по 300 грамм. Рассчитана вообще одна пачка на какой-то топ. Там продается такой вот набор, там лежат спицы, 6 моточков пряжи по 50 грамм, итого 300 грамм 100% хлопка, к примеру, и идет схема и описание какого-либо топа. Обычно это все очень простое, такое несложное. Но вязальщицы покупают не ради спиц, не ради топов чаще всего, а просто ради состава. Хлопок достаточно недорогой у них. Хлопок мерсеризованный. У меня это такой, знаете, цвет голубой, серо-голубой какой-то вот такой. Не чисто голубой оттенок, вот серо-голубой я больше бы даже сказала. Ниточка представляет собой, как я уже сказала, мерсеризованный хлопок. 50 грамм, 125 метров. Ну вот такие артикулы встречаются у многих производителей, на самом деле у производителей хлопка, разных нитей. Это не составляет труда найти. Вяжется это все поперечным вязанием крючком. Здесь, что мне очень сильно понравилось, на передней части очень декоративная вот эта вот панель, которая обрамляет горловину, да, вот здесь вот. Декоративная панель, ее совершенно не скучно вязать. Спинка уже попроще. Спинка выглядит вот таким вот образом. Более простой узор. И, соответственно, этот же узор на рукавах. Ну, рукава слегка зауженные. Покажу, как смотрится джемпер на мне. Вставлю видео и фотографию. У меня не хватало уже этой пряжи. У меня всего было 600 грамм. Но оказалось, этого недостаточно, потому как метраж не особо большой, а оригинальные изделия вяжутся в метраже где-то 145-160 метров на 50 грамм. Ну, соответственно, у меня было всего 125 на 50. И, естественно, мне этого метража не хватало. Я немножко выкрутилась из ситуации, сделала рукава 3/4, где-то вот чуть ниже локтя. И как раз вот за счет рукавов в пряжу я в это количество вошла. Если вязать из 100% хлопка в таком вот метраже и с длинными рукавами, конечно, нужно брать запас побольше, хотя бы грамм 700. Но это уже, вы представляете, будет очень тяжелое изделие. Оно и так-то весит, значительно весит, но я сознательно шла на эти риски, скажем так, на эти лишения, потому что у меня стоит задача извязывать запас. Вот, я и извязала вот эти вот 600 грамм хлопка. Обработка крючком, резиночкой. Вот такая вот красота получилась. Я очень довольна была в процессе работы. Это совершенно не скучное изделие. Его интересно вязать, вот особенно, естественно, переднюю часть. Без перевязов не обошлось, без распусков не обошлось. Мы это будем не мы, наверное, вязальщицы, если мы не будем распускать и снова что-то перевязывать. Вот. И, в общем, я прям много раз распускала, перевязывала. Иногда вот по своей невнимательности, иногда где-то там просто не замечала что-то, да, по ошибке. Но все равно в результате вещь сложилась и получился джемпер.
Получился джемпер, который можно носить уже начиная с весны. Это были все мои работы за январь. Я не знаю, много это или мало, но мои руки никогда не сидели без работы, постоянно что-то я делала. И в целом, в общем-то, какой-то небольшой набор собрался. Я решила снимать вот такие вот видео в конце каждого месяца. Тут немножко с январским выпуском я задержалась, постараюсь, конечно, в график войти постепенно и снимать в конце каждого месяца вот такое видео, чтобы видеть прогресс свой за месяц, потому что, знаете, заметила за собой такую особенность. Вот я вроде бы вязала весь месяц, вроде бы даже первую половину января я была такая воодушевленная, что вот у меня получается, процессы, они у меня завершаются, готовы работы есть. А в конце месяца, где-то в начале даже уже февраля, меня посетила мысль такая, что я ничего не делаю, ничего не вяжу, у меня ничего готового нет. Какая вот я, в общем, ленивая и непродуктивная. Вот так. Поэтому решила все-таки снимать раз в месяц. Потом в конце года будет гораздо проще, легче подводить итоги. Будет интересно посмотреть, в какие месяцы я была более продуктивна, что я вязала преимущественно, плечевые или аксессуары, что вообще, в принципе, было у меня на спицах и на крючках. Вот, буду стараться придерживаться такого графика. Спасибо вам за внимание, спасибо за то, что посмотрели. Буду благодарна комментариям, лайкам, какой-то обратной связи. И мы увидимся с вами в следующих видео. Всем пока-пока!